Ну вот это вообще просто что-то с чем-то. О! Божечки-кошечки. Милздари Мазели, приветствую. С вами Сэр Холмс, Morrowind, Tomb Raider Rebuild, порт Тилванис. Небольшой такой обзор города. Просто в предыдущем эпизоде я под конец до сюда добрался. И хотел бы в начале этого показать вам эти прекрасные ворота. Эти прекрасные вторые ворота, третьи, четвертые. Я на самом деле не знаю, я приобрел бумаги. А то бы я дальше не прошел без бумаг. Чтобы была возможность вообще хотя бы пользоваться. Смотрите, стеклянные оружия. Была возможность пользоваться вообще какими-то услугами тут. Я пока без понятия, куда идти даже. Мне нужен парламент жуков. А это что у вас? Все крыло, что ли, западное? А куда я пришел? Здравствуй. Говорите, Дрессан, привет. Что привело тебя в порт Тилванис, аргонянин? Ну, это я слышал, да. Мы тут далеки от империи, они тут не имеют силы, мы молодцы. А расскажи о себе лучше. Я аристократ. Понятно. Выпьем, может. О, да, Тилвани делают великолепные напитки. Я здесь, чтобы забрать поставку Мацта из Гасадрита. Но сперва остановился в порт Тилванисе. А, так это апартаменты тут съемные такие. Понятно. Я вообще хотел спросить по поводу парламент жуков. Ты где тут искать у вас? Вот я знаю, что Тель-Теним — это башня, где сидит Рилвин Драл, собственно, глава Тилвани. Ну, это я слышал, да, на северном конце города. Ну, просто надо двигать на север куда-то. Да, и то, что у нас архимагистр-то не покидает особо. Битва под Молокбераном. А, это еще стих. Песня, наверное. Так, ладно, ну что ж, спасибо. Как-то у вас тут не густо, конечно. Может, я просто неправильно. Не стоит забывать, что это Тилвани. Подземные проходы. Порт Тилванис. А, вот, лучше так, да, наверное? Незачем мне там шататься. Я бы на самом деле, знаете, начал с того, чтобы снять себе жилье. Рассел, привет. Что привело тебя в порт Тилванис, аргонянин? Да что? Как тебе самому-то тут? А, ну я не так уж давно покинул Сентинел. Город, где я родился. Тилвани для меня это загадка, и... Пусть я и устал от их предрассудков, я не могу вернуться домой, пока не закончу здесь свои дела. А расскажи о себе. От крестоносец, понятно. И что интересно, они особо не распространяются по поводу. Что тут вообще есть? Модельер. Вот, ищи свищи, где тут кузнец. Здравствуй. Чинить мне нечего. Вот, ну я особо тут... О, богато, смотри-ка. Кирасу я, наверное, не буду эту продавать. Она классная, у меня в коллекцию пойдет. А так-то даже действительно я все продал уже. То есть по торговцам мне особо ходить не нужно. Ну, денег у них много, если что. Мне бы действительно найти место, где остановиться на ночлег.
Ну, вы знаете, я еще в таких местах не бывал. Даже на Варденфеле. Поставщик. Мне бы гостиницу. Стража, здравствуй. Не подскажете ли... Дельтаним. Так, если хочешь где-то... Нет, найти рабскую силу мне не надо. Не говорят ничего по поводу. Ладно, самому искать придется. У меня мана кончилась, даже свет не включить. Так, тут у нас что? О, это верно. Потерянный краб. Чудесно. О, даже чужеземца я вижу. Лиам. Слушай, ты мне напоминаешь... этого... архимага гильдии магов Старого Бенгарда. Увы, горе мне, хороший аргонянин. Без моей музы у меня нет воодушевления для моей прекрасной поэзии. Музы? Воистину, хороший друг, воистину. Ее заставили покинуть порт Тилванис, хотя обстоятельства были вне нашего контроля. И я бы отдал все, если бы кто-нибудь вернул ее мне назад. Увы, я не помню ее имени. Скажем, если я опишу ее тебе, сможешь ли ты инициировать поиск? Окей. Ага. Прелестная дева из родов здесь жила. По сравнению с ней красота других увидала. Эта дева так сладка, так прекрасна. В стиле лошадиного хвоста были ее волосы. Они были красными, как розы, вьющиеся по ее голове. И я жду не дождусь дня, когда она заберет меня в кровать. Прекрасно и просто, не правда ли? И такова же она. Но теперь она ушла. Пожалуйста, попытайся найти ее, Холмс. Это так много значит для меня. Ну, конечно, описание ты мне дал, дружище. Ну, я, может быть, поищу, но ничего не обещаю. Вы тут не видали музу этого парня? Имперская девчонка с красными волосами в хвостике, которая проводила здесь много времени. Должна быть, имеешь в виду Лару Филмону. Ну, она переехала в Гасадрид несколько недель назад. Спасибо, далеко за подсказками ходить не пришлось. Так, я вообще не за этим сюда пришел, откровенно говоря. Мне бы поужинать чем. Подожди, тут нет кроватей, да? Ладно, поужинать не помешает. Каменные тарелки. А у вас что тут? Давай, ну не знаю, мясцо. Что-то этот скатл мне надоел уже. Черт вас подери, вы богатые ребята, а. Я всего лишь пытаюсь найти себе место для ночлега. Зачарователь.
Чей-то дом. Чей-то дом. Спасибо, спасибо. Так, ну я почти кругом уже обошел этот порт Тилванис. Гостинки не нашел себе. Алхимик здесь. Ладно. Похоже, придется мне не выспавшимся перед парламентом жуков выступать. Я не представляю, как я должен это все. Может, мне мантию нацепить? Не, не буду выпендриваться. Можно просто снять доспех или остаться уж так. А, наверное, останусь так. Что я воин, ловкий парень. Слушайте, я уже не знаю, куда я иду. Вообще без понятия. Чьи-то дома. Что за шарователь? А, это, наверное, арабский рынок. Слушайте, я правда заблудился уже. Наверное, вот это вот, да, башня мне нужна? Но я бы все еще отоспался сначала. Так, ладно, да. Буду последовательным. Так, оружейник. Это еще что такое? Скайрен. Облачный рендер. Ничего. Оседланный. Дружище, а чё это ты застрял-то на нем? На муравья крылатого похож. Я что-то даже не хочу как-то с ними в диалог вступать, если честно. Ну, вот арабский рынок, ну... Я ж явно не туда иду куда-то. Тут такой торг живет. Магазин. Ну, слушайте, тут можно разбогатеть прям, да? Нет, я не отступлюсь. Я хочу найти себе ночлег. Особняки. Ты правда хочешь со мной поговорить? Давай попробуем. Расскажи о себе. Меня зовут Рарви Хларен. Я из благородных здесь. Родилась во служении дому Тилвании. Почему ты спрашиваешь, чужеземец? Да блин, я хочу переночевать где-нибудь. Центр администрации. Это я все слышал. Черт вас подери. Это сейчас я вообще на юг смотрю. Совсем не туда пришел, куда надо. Но в конце концов, я сейчас первым приоритетом просто ищу. Ночлег себе. О, как тут много грибов. Всяких разных. Мана кончилась. Сейчас варим.
Почему-то теперь все зелья варятся вот такие. Я однажды сварил зелье из 2 ягод белладонны разных, спелых плюс неспелых. Теперь все зелья делаются вот с таким эффектом. Почему, я не понимаю. Не, ну мне как бы хорошо, но это ж так не должно быть. Я же тут не был еще. Вот я не помню, чтоб я здесь ходил. Смотрите, как тут все. Фу. Ну ладно, я не знаю, может здесь найдется гостиница. Может тут нет гостиницы, в принципе. Нет такого понятия у телванцев. Зачем каких-то чужестранцев тут ютить, да? У себя. Я зачем им гостить Навахом? Да. Не буду я с вами говорить. Незачем. Сейчас психану, пойду спать куда-нибудь в глушь. Тут я был. Замечательно. Это просто верхний ярус города получается, да? А вот это вот сюда как-то можно зайти? Выглядит впечатляюще. Такой цвет, смотрите. О! Совет дома Телвани. Здравствуйте. Я бы не прочь тут к вам заглянуть, спросить, что как. Да. Очередной обыватель пришел побеспокоить меня своим бестолковым запросом. Очень хорошо, если тебе так надо. Говори, но не испытывай мое терпение. Я хотел присоединиться к вам. Поговори с одним из ртов. Я уверен, что они тебя выслушают. Парламент жуков. Где это находится? Даже слышать, как ты произносишь это название. Твой голос отдает невежеством. Как вообще ты можешь постичь их истинную суть и силу? Но, тем не менее, твой интерес показывает мне некоторый интеллект и продуманность. Если хочешь присоединиться к дому Телвани, поговори с ртами. Я тут петицию принес. Так мастер Митрос посылает запрос в парламент жуков. Ага. И через какого-то посыльного мальчика, не из Телвани. Как интересно. Очень хорошо. Я передам запрос Митроса в парламент. Я сообщу тебе их вердикт через 2 часа. Но боюсь, что протокол парламента подразумевает, что ты должен покинуть Дом Совета на протяжении слушания. Уходи. Ай, черт, я ж, наверное, не тому кому-то дал. Нет, все правильно. Подождать 2 часа. Да я бы отоспался, как раз сходил. Так, черт, я тут отосплюсь.
Это, наверное, главная башня, а? Да, нижняя башня. О, ну давайте я на экскурсию хоть схожу тут пока. Я здесь. Speak, traveler. Давай поговорим. А что ты можешь купить? Камень душ возьмешь? Ладно, дай пройти. Ну тут пока ничего необычного не видно. Типичная тилванская архитектура. Не, ну конечно. Телераньон-то куда? Как уступает? Вот этому вот всему. Верхняя башня. Speak, traveler. Я просто мимо крокодила. Вообще, знаете, я не удивлюсь, если на меня тут нападут. Вот. К архимагистру я, наверное, не пойду точно. А вот наружу можно вылезти. Полюбоваться видами. Вау. С ума сойти. Сколько тут этих грибных штук? Стражители они несут дозор. Ну вот это вообще просто что-то с чем-то. Красота. Ляпота. Ой. Я чуть не свалился. Это Гасадрид, да, там находится? Похоже на гигантского этого Гуара. Уи! Ау! Акробатика, отлично. Speak, traveler. Ни о чем мне тут с вами разговаривать. Я, по-моему, заблудился. Speak, traveler. Speak, traveler. А, вот нижняя башня. Это путь наверх. Черт, я все еще не нашел гостиницу, с ума сойти. Ну и что скажу, у меня никогда не было еще за все прохождение, за 253 там или сколько серий такого, чтоб я просто целый эпизод гулял по городу и не мог сориентироваться при этом. У нас действительно нигде нет гостиниц. Ведь тоже могли бы брать хорошую плату со всяких чужестранцев и интересные наплечники. Химик. О, левел ап. Надо же. Мне бы хоть одно что-то прокачать в скорости или привлекательности, чтобы бонус получить. Ну да, нет, тут похоже.
никакой гостиницы. Вот здесь я везде уже был. А это выход, да, наверное? Может, при выходе есть гостиница. Журнал был обновлен. Я как будто туннели меня туда прям приведут. К плантации Садас, или как она там называется. Ладно, надо возвращаться. Там я был. Это не гостиница. Speak, traveler. What? Так, вот она. Я прям так что-то опять призадумался. Фух, ну что? По поводу твоей петиции парламенту жуков, я провозглашаю вердикт. Такова моя жизнь. Восхитительно. Ты хочешь услышать результат? К сожалению, должен сообщить, что парламент отозвал его запрос. Потому как у них нет доступных рабов в текущее время. Ну, что ты стоишь? Можешь идти. Замечательно. Потрясающе. Speak, traveler. Так. Мне нужен Невриль Эмейн. Какие тут классные штуки у вас. Хранилище. Простите, я хотел бы... Понял. А можешь услышать, как они жужжат, когда войдешь в покои. Speak, traveler. Ох. Ну, это культ насекомых, да, у них? Those boots are ruined. Наверное, можно сюда попасть к ним. Да, о. О! Божечки-кошечки. Кого там я еще раз хотел? Невриля Мейн. Полетели. Ох, конечно же. Those boots are ruined. Ну, вас тоже этот гувар не оставил в покое, да? Speak, traveler. Speak, traveler. Вот, всех хвостах Speak, traveler. облетай, да? О, вот и Speak, она. traveler. Да, я к тебе, я к тебе. Привет, привет. Что привело тебя в порт Тилвани, Сарганянин? Я от лица мастера Митроса. Мастера Митроса, да. Мой хозяин, мастер Митрос, управляет Телераньоном рядом с Раньон-Руном. Но иногда он посвящает слишком много времени его подопечным. Но как бы то ни было, он силен в магических искусствах. Вот как ты о своем лорде, да, отзываешься? Не уважаешь? Ну, с ней поговорить нельзя по поводу...
петиции, да? Ладно, я бы хотел присоединиться. Ну, ты выглядишь как достойный кандидат. Ты хочешь присоединиться? Да. Ты уверен? Помни, что если ты присоединился к одному дому, ты не можешь вступить в другой. Возможно, ты хотел бы выслушать наши правила? Да, я бы хотел выслушать правила. Мы доверяем всем членам дома Телвания. Чтобы услышать также их мнение. Если ты украдешь у другого Телвани, но все еще будешь жив, в таком случае ты будешь стоить столько, сколько ты украл. Убийство твоих оппонентов магией или заговором — это традиционный способ решения конфликтов. Если ты победил, значит, твои аргументы имели больший вес. Тебя могут изгнать, как и из любого другого дома, но большинство Телвани даже усом не поведут. Даже не будут об этом знать. Это тебя устраивает? Абсолютно. Я не терплю уже присоединиться. И теперь ты член дома Телвани. Добро пожаловать, наемник Холмс. Когда будешь готов, поговори со мной о твоих поручениях. Ну, или о повышении. О, шикарно! Вот так вот вступают в дом Телвани, друзья. Исторический момент. Но пока я не буду брать никаких поручений. Похоже, отоспаться придется мне в Риверстрайдере. Или знаете, наверное, в Гасадрит наведаюсь таки. Ай, как... Я тут уже устал среди этих грибов плутать. Давайте-ка более традиционным способом каким-нибудь. Вот этот Риверстрайдер должен меня привести в Гасадрит. А, кстати, где-то тут тренер чего-то там, по-моему, вот этот парень. У меня теперь есть бумажка. Вот это вот. Документ гостеприимства Телвани. Как же по-дурацки называется, а? Давайте ее таки зачитаем. Документ гостеприимства Телвани. Сертификат гостеприимства. Провозглашением Великого дома Телвани в городе Порт Телвани с материковом Моровинде, властью Великого Совета Великого дома Телвани и нескольких его подзащитных и малых домов и кланов, сим на всеобщих заседаниях магов, лордов и их уст, проводившихся в городе Порт Телванис в 16-й день второго зерна в 421 году правления нашего Верховного Короля Хлаалуатина Литана, милостью всех богов короля Моровинда, герцога Морнхолда, защитника народа и закона, верного слуги императора и империи и так далее. Муцера, мастер Аласи Индурен, маг-лорд, префект гостеприимства вышеназванного города Порт Телванис, подписал соглашение с поручительствами перед нами, мировыми магистратами Его Величества, в указанном округе, чьи имена написаны ниже. Посему мы, вышеупомянутые магистраты Его Величества, настоящим дали лицензию и разрешили указанному Холмсу, органианскому агенту, перемещаться в границах города Порт Телванис и его окрестностях под его собственное обязательство, посещать всех и вся, проводить переговоры и заключать договоренности, но также искать жилье у горожан, торговцев и трактирщиков указанного города в соответствии с законом, установленным коллективным уставом Великого Совета Великого дома Телвани на материковом Моровинде в течение 3 полных лет, начиная со следующего года, или до иного времени, которое будет вдобавок обозначено нами или кем-либо из наших собратьев-магистратов. При условии, если указанный Холмс, органианский агент, не будет время от времени в течение этого срока надлежащим образом и неукоснительно соблюдать коллективный устав Совета Великого дома Телвани, эта лицензия тут же прекратит свое действие и станет полностью недействительной. Подписано Муцера мастер Аласи Индурен, маг-лорд, представляя Великий Совет Великого дома Телвани.
Вот так вот, значит. Очень все формализовано. И черт бы с ним уже. Друг. Я достал бумаги, давай тренировать. О, как ты меня теперь залюбил-то, смотри. Да, но, к сожалению, он меня ничему новому не научит. Чтобы мне было интересно. Да, я ж теперь ваш, друзья. Я же ваш. Телванец. Подожди, я ж не сюда хотел. Я хотел... Ах, где вся моя ловкость 105, которой... Риверстрайдер де Гасадрит, пожалуйста. Я читал в книжке про Гасадрит, там можно... Там есть таверна точно одна. Ха, поехали. А, чудесно. Это вот оттуда я прибыл сюда, смотрите. О, ладно, это мы уже осмотрим в следующем эпизоде. Все подробнее, друзья. Давайте закругляться. Наверное, интрижку я помогу этому парню тут оттуда, короче, исполнить. Вот, значит, сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Спасибо за просмотры, за лайки, комментарии. Как вам Порт Тилванис и вообще эти места? Я так поражен. Спасибо. Пока-пока.